Конечно, вот сейчас и в общем-то, я, наверное, стою,
том, то, что а, если мы с вами просто-напросто задумаемся над тем, почему, несмотря на то, что прогресс, мы построены на удовлетворение телесности. Да, возьмите, допустим, выступления наших политиков, президента страны, еще кого-то. Никто не говорит о душе. Вот. Но это как раз и есть то, чем мы на самом деле являемся в этой жизни. Об этом не говорит никто практически. Только так мы можем между собой об этом поговорить. И я, например, знаю, что есть такое государство Бутан, да, и там есть Министерство счастья. Вот. И это министерство, оно как раз, его задача заключается в том, чтобы люди были счастливыми в обществе. Вот. Но даже несмотря на то, что есть это Министерство счастья, даже они опираются все равно на телесную концепцию человека. Вот. И сколько бы мы не пытались удовлетворить это тело, если мы не заглянем внутрь себя, то просто-напросто все эти попытки, они окажутся тщетными. Потому что это вот в двух словах. Я, конечно, не могу дальше уже занимать время. Я извиняюсь, то, что если, допустим, вам что-то сразу не будет понятно, вот, но мы сегодня встречаем очень дорогого гостя. Родился в Индии, как я уже сказал. Причем он родился в семье
А вас? О том, какой случай? Действительно счастливая возможность. Да. И есть редкие души, которые не спят, мы бредим наяву. И им не все равно, что с нами происходит. В их сердце живет сострадание к нам. По существу в этом мире нет любви, есть сострадание. Здесь, в этом мире, она как сострадание этого сострадания. Давайте поможем, как можем проснуться. Потому что мы не безнадежны, у нас есть разум. Если мы задействуем его в правильном направлении, нам это удастся. И Махарадж будет очень рад. Харе Кришна. Вы знаете, каждый человек многие думают, что счастье – это в хорошей семье. С точки зрения. И тогда мы начинаем почему? Это что? Почему?
понимаем, что горе, которое называется Богом, кто это или что это. И мы действительно ищем любви и защиты у этого нечто необыкновенного. Когда мы приходим к этому осознанию, появляется следующее осознание. А как нам установить эти отношения? Как нам понять этого Бога? Счастливы. И чтобы мы действительно могли осознать себя. Вы знаете, наука это очень древняя. Это не фанатичная какая-то культура, или там вот как называют секта. Потому что они жили где-то кто-то сказал, да. Но дело в том, что это наука о Боге. Когда мы начинаем изучать, мы тогда уже начинаем осознавать и понимать, что эти знания, они просто уникальны. Вы знаете, я просто немножко скажу, что получается где-то, наверное, около 16 лет. Я пытаюсь изучать эту науку. Вы знаете, с каждым днем, наверное, сейчас уже с каждым открываются такие необычайные тайны. Прежде всего внутри себя ты открываешь столько красоты, столько радости, и ты понимаешь, что никто не сможет сделать тебя счастливым, только если ты сам будешь стараться понять, кто ты. И только тогда, когда ты начнешь понимать, кто такой Господь. И что нужно сделать, чтобы быть ближе к Богу. Вот тогда мы становимся независимыми от того, какая погода, какие отношения у нас, какие условия жизни. Потому что мы начинаем достигать абсолютной Я тоже не хочу. Я очень рада, что Махарадж у нас в гостях снова и снова, и надеюсь, что он будет всегда рядом с нами и жить прежде всего в нашем сердце. Мальчика, который сейчас прекрасно началась, наполняет, да, что She told that in this world everybody wants happiness and love, but sometimes people they marry
and love each other, but after some time they feel it only suffering. But actually, only love, it is divine love. And this philosophy, science of like divine science, where you can find something. And she told that for 16 years she tried to know something about this, and with every day she feels like her heart opened and more new, and like you're like those people like who unite us with God, like, so you are so lucky that you came here. each
Because he is live. She is live. Live. She is alive. No, alive everybody. Who is alive? Каждый живет. Good. You are smiling also. I am looking at your face. You are very happy. Я вижу, что действительно по вашему лицу вы очень счастливы. Face indicates the heart. Лицо показывает сердце. Because our face is as like a mirror. Наше лицо как зеркало. What we are thinking, everything is also coming in our heart and reflected in our face. То, что приходит в наше сердце, немедленно отражается на нашем лице. You are happy, unhappy, sorrow, pain, everything's inside your heart and reflected in your face. Счастливы, несчастливы, приходит ли боль в ваше сердце, все это немедленно отражается на вашем лице. This is true. Это правда. Anyhow, why you are happy, why are you unhappy? There are many reasons in this material world. Есть очень много причин, почему мы счастливы или несчастливы. You want wealth, money, wife, children, car, bank balance. If you have, then you will be happy. Если у вас есть машина, семья, жена, банковский счет, то, возможно, вы счастливы. But I don't want to discuss this material happiness or unhappiness. Но я не хочу обсуждать материальное счастье или несчастье. Because this material world, this is sometimes coming happiness, sometimes coming unhappiness. This is the nature of this material. Потому что природа этого материального мира такова, что иногда приходит счастье, иногда приходит несчастье. But when you deeply enter in the philosophy, но если вы глубоко войдете в философию, погрузитесь в философию, really in this material world, no one happy. То вы поймете то, что практически каждый в этом мире несчастлив. Because all we have unlimited desires. Потому что мы имеем бесконечное количество желаний. And that desires no one can fulfill also. И никто не может удовлетворить эти бесконечные желания. And we also never satisfied. You want more and more. И вы все больше и больше становитесь удовлетворенными. This is the nature of this material world. Это природа этого материального мира. Just give an example. If you have small apartment, then you think, I get more big building, then big, then bungalow. This is the nature coming. Нам кажется, если у вас там большой дом, иногда может приобретете большой дом, какие-то хорошие условия для жизни, вы будете счастливы. If you are one small car, then you're thinking, I want to get big and nice car. Если у вас маленькая машина, то вы думаете приобрести большую машину. And modern science also every day they are giving different kinds of model and car, these things, and increase in our heart different kinds of desires. Okay, И современная наука, она предоставляет нам множество новых вариантов, какие-то новые модели машин, и это все начинает развивать и умножать наши желания. And you want to also develop your lifestyle. И вы хотите увеличить и улучшить свой образ жизни. This is the nature. All we want to develop in our lifestyle. И такова природа. Все мы хотим улучшить нашу жизнь. This is the nature of this material. All we are thinking how to develop in our lifestyle. Такова природа этого материального мира. Все мы хотим, чтобы наша жизнь стала лучше. And how to earn more money and spend my life this way. И как заработать побольше денег и потратить их на свою жизнь. This is the nature. Who
wants, he who does not want to develop his lifestyle. И это так и есть. То есть кто же не хочет, чтобы его жизнь стала лучше? Or why is thinking, I will get money, then I will do one business, then when my business will develop, then I earn a lot of money, then I will be building this. Everything is our desires are going. Какой-нибудь бедный юноша, он постоянно думает о том, как он заработает немножко денег, потом начнет какой-то бизнес, дело свое заведет, заработает еще больше денег, тогда купит огромный особняк, и так вот постоянно эти желания крутятся в его голове. Now modern science also developed many ways, science, medical, and different so modern science also developed many things, internet. И современная наука, она развивается очень и очень активно, придумывает множество различных новых лекарств, какие-то там новинки в интернете. Now whole world just inside your hand. И сейчас вы можете обладать всем миром только лишь в одной вашей руке. And within a couple seconds you can to communicate one corner to world to the another corner of the world. В мгновение ока вы можете связаться из одного уголка Земли совершенно в отдаленном каком-то уголке Земли с кем-нибудь. Within few hours you can fly one part of the world to another part of the world. За несколько часов вы можете перелететь с одной части Земли в другую. Modern science, they in this way so develop many things also. They are going this way. Итак, современная наука очень активно развивается. And if you are a businessman, no need to go up the place, just in your house, in internet, in your computer, you can do business. Если, например, вы бизнесмен, у вас нет никакой необходимости куда-либо идти на работу. То есть вы дома, у вас перед вами компьютер, интернет, и вы делаете все ваши дела дома. That means I want to say this thing now. Modern science so many developed. We cannot imagine. And about few years, about 50 years before now, this science is very developed everything. И сейчас современная наука она настолько развилась, что мы даже не можем представить, что же было 50 лет назад. And those who are called economic development countries, they have a lot of money. They don't know how to use this money also. И некоторые страны, они настолько экономически развиты, и у них столько денег, что они даже не знают, как их использовать. And you know this thing, they are thinking how to use this money. That a lot of millions of dollars they have. Then how to use this money? What will do? How to enjoy? И вот у некоторых стран есть миллионы долларов, и они даже не понимают, то есть как мы можем их использовать и как насладиться ими еще больше. You know these things. I don't want to go this subject, but this is true. They misuse their money, man to woman, woman to man. How to enjoy these things? With a lot of money, what will do this? И мне не нужно вам об этом рассказывать, вы все это прекрасно знаете сами. Например, там, как женщины хотят общаться с мужчинами, там, у кого там очень много денег, они уже не знают, что же придумать, как им побольше понаслаждаться. At one part of the world, we are seeing some people, they are very hungry, they have no food, they have no water, they have no perfect education, medicine also. Но также в некоторых уголках Земли есть такие страны, где люди очень бедны, у них нет еды, крова, они загорают от жажды. And this is true. You can see the newspaper, television, some part of the world people, they are very poor, they have no water, they have no food, they have no medicine, they have no proper education. And one part of the world, you can see the people there, they are thinking how to use their money and enjoying many kinds of sense education. И в новостях вы можете слышать, как есть такие страны, где люди, им просто нечего есть, у них нет хорошего образования, но в то же время есть страны, в которых так много денег, что люди они просто не знают, как использовать эти деньги. And one part of the world, you can see people, they are fighting to each other without reason, with reason, they are fighting to each other, making the quarrel to each other and giving distress to each other. И также есть страны, которые постоянно воюют между собой с причиной или без причины. Они постоянно доставляют друг другу всевозможные беспокойства. This is the nature of this material, how it's going on this material world.
И такова природа этого материального мира. Вот поглядите, что происходит. Because where we are in this material world, Потому что все мы сейчас находимся в этом материальном мире. everything is going on this material world in their nature. Nature is doing everything. И всем здесь движет природа. That is things our spiritual science explain this here. Nature is three things. That is called Sattvik, Rajasic and Tamasic. И наше Писание описывает, что природа, она состоит из 3 гун. Сатвика, Раджасика и Тамасик. Sattvik means mode of goodness, Rajasic mode of passion, or Tamasic the mode of ignorance. И вот сатвика гуна – это гуна благости, раджас – это гуна страсти, и последняя тамасика гуна – это гуна невежества. Srimad Bhagavad Gita also, Krishna says these things, Prakriti Kriyamanani, Prakriti nature. She performs all these activities according to her nature. И в Шримад Бхагавад-гите Кришна рассказывает об этом, что пракрити, природа, все делает в соответствии с собой. Maya dakshana prakriti sote sacharacharam hetu ananya kuntya jagat vi parivartate. Krishna says to Arjuna Bhagavad Gita, Prakriti nature, she performs all activities according to my guidance. И Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, что пракрити, природа, она делает все под моим руководством. Why this is going on? How to will we relieve and get out from this material world? И как же нам выйти, избавиться от этого материального мира? And where you will go? Calm, quiet and peace. И как нам And обрести happiness. мир, спокойствие и счастье? This is our question is coming. Where you will get the peacefulness and happiness? И возникает такой вопрос, где нам обрести спокойствие? Happiness you want. И кто хочет счастья и спокойствия? Поднимите руку. Everybody want. Все хотят. You want Вы peace and хотите? happiness. But in this material people, they don't know. What is the realm? Kingdom. Realm means kingdom. Place of peace and happiness. Но на самом деле люди этого материального мира, они не знают, где же находится это царство, где пребывает вечное спокойствие и счастье. So our spiritual science gives this message. The realm of peace and happiness. И наша духовная наука, она несет это послание, в котором рассказывается, где же находится это царство счастья и спокойствия. That's same what we are saying. Back to God, back to home. Также мы говорим обратно домой, обратно к Богу. This is our actual the message. Back to God, back to home. И таково наше истинное послание. Обратно домой, к Богу. And if you not return back to your home, you will not get relief and happiness, peacefulness. И если вы не вернетесь домой, вы никогда не обретете счастья и спокойствия. And all we are traveler and traveling. И все мы путешественники в этом мире. Could you remember, are you traveler or not? Вы помните о том, то есть, как вы путешествовали? Who is also accept my this philosophy? All we are traveler. Кто принимает эту философию, то есть мои слова, что мы все путники в этом мире? Raise your hand. Поднимите руку. All you are. How? How you are thinking you are traveler? И почему? То есть как это выражается? В чем это выражается, что мы путники? Traveler means going to one place to another place. Путник что означает? Он движется из одного места в другое. What is that? Что же это такое? The traveler is that our spiritual sense way. I am not this body, I am soul. Но наша духовная наука гласит, что я не это тело, я душа. Just soul goes to one body to another body. И таким образом наша душа, она путешествует из одного тела в другое. Understand? Понимаете это? As the people are traveling different countries, different way. Так же, как люди, они путешествуют по всевозможным странам. Sometimes your holiday, you travel, going to America or European country or any country, let's say different parts, you're traveling one place to another place. Например, когда у вас выпадают каникулы или отпуск, вы отправляетесь в другие страны, например, в Англию или в Америку. In the same way, the soul, he travels one body to another body.
Таким же образом душа, она также путешествует из одного тела в другое. For this reason, our scriptures explain all we are traveler, we are traveling. И по этой причине наше Писание раскрывает то, что все мы путники. And different bodies we are going. И мы отправляемся из одного тела во всевозможные другие тела. And that body we are staying in certain time. И в каждом теле мы находимся определенное количество времени. Just I discuss about soul. Soul now is staying this body, human body. Вот сейчас наша душа пребывает в этом человеческом теле. Certain time will be here. Определенное количество времени мы будем здесь. How long you will be in this body? И сколько же мы будем находиться в этом теле? Сколько лет? Give anybody answer? Кто-нибудь может дать ответ? You don't know? Вы не знаете? Maximum 100 years. Ну, максимум где-то 100 лет. Generally we are looking these things. Ну, обычно мы вот видим это. 110, 120. Too much. 120. Ой, это уже слишком. Maybe some neighbors, maybe 100, upper 100. Может Very быть, rare also upper 100. есть какие-нибудь соседи, которые пережили 100 лет, ну, то есть после 100 лет. Actually, you don't know how long this is. This isn't true. How На long самом will be деле, in this body? вы не знаете, сколько лет вы будете находиться в этом теле. Today, tomorrow, day after tomorrow, after 100 years, we have to leave this body. Сегодня, завтра, послезавтра, через несколько лет вы обязаны будете оставить это тело. But we don't know where we'll go. Но вы не знаете, куда вы отправитесь. Who knows? After give up this body, go where? И кто же знает, куда он отправится после того, как умрет в этом теле? Do you know? Anybody know? Кто-нибудь знает? No. No, all you know. I tell you. I Нет, remind все вы you. знаете. Я хочу вам напомнить об этом. If you good karma, then good place will go. You bad place will go. Если вы заработали хорошую карму, то вы отправитесь в какое-то хорошее место. Если же плохое, тогда это место будет соответствующим. This is the process. Таков процесс. So now come in this way. Because I want to say, all we are wandering the same cycle of repeated this birth and death. Tavad jananam, tavad maranam, tavad janani jatari. И все мы движемся по повторяющемуся круговороту рождения и смерти. But how will you free from this cycle of birth and death and attain to abode of Lord? Но как же нам выйти из этого круговорота рождения и смерти и достичь обители Господа? This the question is coming. Это вопрос. Because I told in this material world there is no happiness, completely not happiness, unhappiness mostly. Потому что, как я уже сказала, в этом материальном мире нет никакого счастья. В большинстве своем все несчастны. Sometimes little bit happiness coming, but 80% or 99% are unhappiness. Иногда может возникнуть какое-то счастье, но 99,99% в основном это сплошные невзгоды и несчастья. And also full of problems. И так много проблем. Anybody can tell to me he has no any problem? Кто-нибудь может сказать, что у него нет проблем? Raise one hand. Поднимите руку. I have no any problem. И You have no скажите, problems? у меня нет проблем. You have no problems. Sometimes you are not mind problems. You are not angry with your families or wife, children. I don't know. И что вот у вас, ну вот в семье тоже нет проблем, да? То есть вы никогда не гневаетесь на детей? You have no problems. Никаких проблем. It's impossible. Невозможно. Если они возникают, Так, они не думают. If problems come, she doesn't think about them. Problems always come. Проблемы всегда приходят. And sometimes body problems, Иногда проблемы с health телом, problems. со здоровьем. Sometimes you sick or not. Вы болеете когда-нибудь? Yes. Иногда Sometimes you sick. Sometimes mind problems проблемы с умом, and money problems. проблемы с деньгами. And in this material, everybody's problem. У всех есть проблемы. And I saying nowadays the problem is that is called economical problem. Например, в наши дни мы видим экономические Whole проблемы. world economics problem. И это проблема во всем мире. Many people they leave their job, they
Многих увольняют. Many companies, they stop. Многие компании, фирмы, они перестают работать. Problem, this material. Your teeth problem, eyes problem, mind problem. Проблемы с зубами, глазами, с умом. Who has problem? Sometimes your teeth giving problems or not. Иногда зубы ваши доставляют вам беспокойство. When you are just eating something, enter your teeth, then teeth is. Вы кушаете, и потом что-нибудь попадает в ваш зуб, и начинается проблема. This is not a problem. This is just like. This is problem coming. This is not problem. This is problem. Some stomach problem, some gas проблемы, газы возникают. You cannot say this. I have no problem. Вы не можете сказать, что у вас If you have no problem, that means you have coming from transcendental world, and again soon will return back there. Если у вас нет проблем, это означает, что вы пришли из трансцендентного мира и скоро вновь отправитесь туда. Как, например, какая-нибудь богиня снизошла, и вновь отправится туда. And you cannot say this word. I have no problem. Another person is saying. Who is saying? Но на самом деле есть люди, которые могут сказать, что нет проблем. Говорить вам или нет? One person can. I have no problem. Есть люди, которые говорят, вот человек. Crazy. На самом деле полностью сумасшедшие люди могут сказать, да, у меня совсем нет проблем. Problem always everywhere. You cannot say I have no any problem. Проблемы всегда присутствуют. На самом деле вы не можете сказать, что у меня совсем нет проблем. Проблемы, боль в спине, например. С позвоночником что-то. Little bit cold, then catch cold. Например, немножко похолодало, и у вас тело мерзнет. Because I'm saying in this material world, the nature of giving these types of problems. She creates these things. Потому что на самом деле эта природа делает все это. То есть она создает эти проблемы. Nature in this material world, there is material nature. She creates the problem. В этом материальном мире природа создает эти проблемы. Sometimes your neighbor also creates problem. Иногда соседи какие-то проблемы доставляют. I don't know. Sometimes you little bit loud speaking, they never coming out the right. What? Например, приходят соседи, то есть вы начинаете там громко как-то разговаривать, там какой-то, не знаю, петь или еще что-то. Приходят соседи, начинают громко стучать в дверь. Например, проблемы с машиной, иногда машина не заводится. Компьютер иногда не работает, тоже проблема. Problems is every second. One problem you solve, then another problem will come. Например, одну проблему вы решаете, и возникает другая проблема. Why I'm saying because in this material world you cannot completely free from all kinds of problems. Потому что, почему я говорю об этом? В этом материальном мире вы не можете избавиться абсолютно от всех проблем. But if you go another world, transcendental world, there is no problem. Но если вы отправитесь в другой мир, трансцендентный мир, там нет проблем. In this material world, that is called incomplete, awesome. Писания говорят, что этот мир, он неполный. And a transcendental world, that is called complete, that is sampurna jagat, chit jagat, transcendental world. А трансцендентный мир называют полным, сампурна джагат, чит джагат. So we want to give this message back to God, back to home. И мы несем это послание. Возвращайтесь обратно к Господу, обратно домой. You are not the resident of this material world. Вы не жители этого материального мира. You are the residents of transcendental world. Вы являетесь жителями трансцендентного мира. And this is your thing. When you return back your own home, then you will be happy. Но когда вы вернетесь в свой истинный дом, там вы будете счастливы. But you don't know where is the transcendental world. Но вы не знаете, где трансцендентный мир находится. When we are speaking, sometimes you believe, sometimes you don't believe. Когда мы рассказываем о нем, иногда вы верите, иногда нет. Just to give an example, tell one very small story, then you may understand. И я хочу рассказать одну небольшую историю, которая послужит примером этого.
и вы поймете. In the heavenly planet, the king, his name is called Indra. Just to remember his name. В райских планетах царем является Индра. Запомните это имя. Offends the lotus feet of his guru, Brihaspati. И он совершил оскорбление лотосным стопам его гуру Брихаспати. Then he fell down from the heavenly planet in this material world. И он пал из райских планет в этот материальный мир. Then he became the form of pig. И он обрел тело свиньи. You understand? Listen this very carefully. Очень внимательно слушайте, тогда вы поймете. He forgot his previous and wife and wealth, money and king, his position he forgot. Now he coming in this bird, in this material world in the form of pig, and he's thinking, I am pig. И он полностью позабыл о своей жене на райских планетах, о богатстве, которое у него было, о его царстве. Он обрел тело свиньи и полностью отождествил себя с ней. Just I ask your name. What is your name, Didi? Я вот, например, могу спросить, как ваше имя, Диди? What is your name? Как вас зовут? Наталья. Oh, same name. Такое же имя. Whose name? Yours, body's name or soul's name? Это имя вашего тела или вашей души? Body's name. What is the name of soul? А какое же имя у души у вас? You don't know. This is true. Да, Thank you. правда. Спасибо. So that means you believe you are this body and soul reject this body. То есть вы понимаете, верите в то, что у вас есть тело, и внутри пребывает ваша душа. Oh, you are very intelligent. Вы очень разумны. You are thinking you are not this body. You are soul. Soul reject this, body is working. Okay? Вы должны понять то, что вы не это тело, вы душа, и душа пребывает в этом материальном теле. Because this is the nature. This is true. You are right. Your philosophy is perfect. Но вы правы на самом деле. Soul reject this body, so this body is working. Душа пребывает в теле, и поэтому это тело может действовать. Because by first I want to speak about the foundation of the soul and this body. Because Srimad Bhagavad Gita discourses what is the soul, what is the body. И я бы хотела немного описать о том, что же является телом и что такое душа, потому что это знание также описывается в Бхагавад-гите. Yeah. So now coming in this way, this is true. So he forgot his position of Indra. He thinking, I am pig. Итак, Индра, он позабыл о своем положении Индры, царя райских планет, и полностью думал, что он свинья. Just we are coming in this body, we are giving our bodily identification. Потому что какое тело мы получаем, такие отождествления мы приобретаем. What is our bodily identification? First I'm saying I am man or I am woman. И какое у вас первое отождествление с вашим телом? Вначале вы говорите, кто? Я мужчина или я женщина? This is true. Это так. When you write anything, first you the A for M, you tick mark. Например, там вы что-то записываете в документах, и там ставите галочку, то есть мужчина или женщина. That means I am man or woman. This is first this bodily identification coming. И вот первое телесное отождествление это кто я, мужчина или женщина. Then you are saying I am Russian, I am Indian, American, British, and European, different identification. И затем другие отождествления, такие как национальность, например, я русский, я индус, я американец, англичанин. Then you are giving many identification. I am lawyer, I am doctor, I am physician, I am student, different identification. Затем по роли деятельности, то есть я студент или я доктор, юрист, адвокат. All these identifications are bodily identification. И все это полностью телесное отождествление. All you are giving are bodily identification these things. И все вы даете вот эти телесные отождествления. In the same way, Indra has come in the body of pig. Then he is thinking, I am pig. И также Индра попал в тело свиньи, и я думал, что я свинья. And according to this bodily identification, we perform all our activities. И в соответствии с нашими телесными отождествлениями мы совершаем всевозможные действия. Most of our 4 activities we are doing in our bodily identification. И в большинстве своем вот есть 4 основных действия, которые мы делаем. What is that? Eating, sleeping, defending, and mating. И вот эти 4 отождествления таковы, что кушать, спать, обороняться и размножаться. We are searching the food.
Мы ищем еду, We are searching the shelter. ищем прибежище. This is the nature. Такова природа. Then we are thinking, this is mine, this is yours, and quarreling to each other. Затем мы думаем, что это мое, это твое, и поэтому ссоримся друг с другом. Then we maintain our families, wives, children, and this. Мы поддерживаем нашу семью, детей, жену. This is going on this way. Так это происходит. So now coming in this way, that now Indra now he's giving identification. I am pig. Итак, Индра приобрел это отождествление, что я свинья. One day, Brahma, who is the creator of this material world, he came. И однажды к нему пришел Брахма, тот, кто является творцом всего этого материального мира. And he told to the pig, hey, you are not pig. И он сказал этой свинье: эй, ты не свинья, You are the king of heaven. ты царь райских планет. Please come with me and return back to your place. Пожалуйста, отправься со мной, и ты вернешься в свое место. If I tell you are not this body, you are soul. Если я скажу, что вы не это тело, вы душа, Return back to home. давайте вернемся домой, Transcendental world. в трансцендентный мир. Who will go? Кто пойдет? Who will go? Raise one hand. Поднимите руку. Sure. Точно? Only few persons they want to go. Okay. На самом деле, только несколько человек хотят. But you don't know how to go. Where will go? Но вы не знаете, как туда пойти. Where will go? И куда? Куда пойдете? What is your name? Как ваше имя? Radhesham. Индубушиндас. Индубушан Прабhu ki jai. Where will go? Куда ты пойдешь? Когда оставил тело или что? Где ты мир? Галуку Вриндаван. Where is that? Where is that? И где же она? I don't know. You don't know. He's saying he's- You can explain to him. Yes, yes. I want to speak that thing. This Да, is- я хочу как раз таки рассказать вам об этом. Where will go? You? А вы куда Наталья. отправитесь, Наталья? Где Кришна? Кришна живет. Where is Krishna? Where is staying? И где же он живет? Где он находится? Where is Krishna? Have you seen to him? Вы видели его? Yes. Я его чувствовала. Felt him. He feels. Oh, good. Yes. Хорошо. So now coming in this way, Brahmaji told, but he did not believe. Итак, Брахмаджи сказал ему это, но Индра не поверил. No, no, no. I'm very happy with my husband, with my children. Нет, нет, Husband or wife? Wife. нет, нет, я очень счастлив со своей супругой, своими детками. I'm happy with my family's member. Я очень счастлив со своими членами семьи. Say, no, no. This is not your wife. She is not your wife. Your Yes, wife yes. is in heavenly plan, very beautiful and attractive. Нет, нет, это не твоя настоящая жена. У тебя очень красивая, прекрасная жена на райских планетах есть. But pig did not believe. Но этот Свинтус не поверил. My wife is very nice, sweet. Моя жена, эта жена такая красивая и сладкая. I have many children. I'm very happy. У меня столько много детей, я так счастлив с ними. And so much attachment in this material. И у нас так много привязанности к этому материальному миру. Then Brahmaji took some water and threw to his small pigs, babies. И тогда Брахма, он взял в руку воды и бросил на его маленьких детей, свиньят. Then he became very angry. И тогда Индра, ну то есть в теле свиньи, он очень Hey! гневался. You killed my precious small babies. Эй, ты убил моих маленьких детей! Hey? He tried to attack to Brahmaji. И он попытался напасть на But Брахму. Brahmaji little bit scared. Брахма немного испугался его. Then they gave no harm. Next year I produce more children. No problem. Ну и тогда этот Свинтус подумал, что ничего страшного, в следующем году новые детки появятся. You know, pig, female pig, at a time 3, 4, 5, maybe 10, 15, then give the small old baby. Вы знаете, вот самочка свиньи, то есть она за раз может родить там 10-15 детей свинья. And okay, next year I will produce many children. No problem. Ну, в общем, глава семейства подумал, что в следующем году будет новые детки. Then again Brahmaji comes, hey, I give up this thing, come with me.
Брахмаджи сказал: эй, оставь их, пошли со мной. Your real wife, she is waiting in heavenly planet. Her name is Sochi Devi. Very nice chaste lady. She is waiting for you. Твоя истинная жена, она ждет тебя на райских планетах. Она такая целомудренная, она все время ждет тебя. Where is Sochi Devi? You are a big cheater. Ты большой обманщик. Что за Сочи Деви? Что за рай? My wife is very sweet. У меня очень сладкая I'm very жена. Я очень счастлив с ней. That time Brahmaji again took some water and threw the water of the female pig. И тогда Брахмаджи вновь набрал водички и брызнул на вот эту вот самку свинью. Then he became very angry. Oh, you killed my wife. Та умерла, и Индра, он опять разгневался. Ты убил мою жену. He tried to attack to Brahmaji. И вновь он попытался напасть на Брахмаджи. Then Brahmaji little bit scared. Брахмаджи вернулся. Then thinking, what will do? No problem. I will find out another wife. No problem. И, в общем, этот свин, он вновь подумал: ничего страшного, новую жену найду. Brahmaji told how to deliver to him. He does not listen my any advice. И Брахма, он думал уже: ну как же освободить его, он не слушает никаких моих советов. Then Brahmaji took some water Он вновь набрал воды and chanted some special mantra и произнес особую мантру. and threw in his body of the pig. И брызнул ею на тело этого свина. Then again, he left his pig body and manifested a very nice, beautiful, as like demigod is body, beautiful, attractive Indra body. И тогда проявилось истинное тело Индры, тело полубога, и он оставил тело свиньи. I was inside this body. Индра удивился: я был внутри, это... Он спросил Брахму: я был внутри этого тела свиньи? Well, yes, you were inside this body. Да, ты был там. You are not pig. Но ты не свинья. You are Indra, the king of heaven. Ты Индра, царь рая. Then he very humble and paid to obeisance to Brahmaji, and he attained to heavenly planet and met with his wife and in Sochi Devi. И тогда Индра, он очень смиренно принес свои поклоны Брахмаджи и вознесся на свое царство, на райские планеты, и встретился там со своей супругой Шачи Деви. That purport about this story, just I told to this, Bhaktivedanta Prabhupada, he told this story. И почему я рассказываю об этой истории? Смысл ее такой: Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада написал: Actually, all we are not this body, we the soul. So soul reject this body you are. на самом деле все мы не это тело, мы душа. Так как душа пребывает в этом теле, это тело может двигаться. But you chant holy names, then slowly realization will come. You are not this body, you are soul. Но повторяя святые имена, постепенно к нам придут реализации, и вы поймете, что вы не это тело, вы душа. And then when predicted time will come, that time automatically will give up this body and attain to abode of Lord. И когда придет предначертанное время, вы оставите это тело и отправитесь в обитель Господа. Spontaneous also give up his skin. Как змея, она оставляет свою старую кожу. And in this way, when you chanting holy names, and then automatically, when you predicted time will come, you give up this body and attain to abode of Lord. Таким же образом, если вы будете повторять святое имя, тогда в предначертанный момент вы оставите это тело и отправитесь в обитель Господа. Or if you attain to abode of Lord, again will come in this material world. Но когда вы туда придете, вы больше никогда не попадете сюда обратно. Gita Krishna says this way: Jad gatva nanuvartante tadhamam paramam mama. One who attains abode my transcendental world, again will not come this material. И Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Тот, кто достигает моей трансцендентной обители, никогда не вернется вновь в этот материальный мир. If you are lawyer, doctor, or if you are student, businessman, no harm. Just simply chant Lord's holy name, then automatically, slowly you can realization will come. Вы можете заниматься любой деятельностью. Вы можете быть адвокатом, юристом, доктором или студентом. Ничего страшного. Но самое главное, чтобы вы постоянно повторяли святое имя, тогда постепенно в ваше сердце придут осознания. You to perform your family's duties. This is true. Вы должны совершать свой семейный долг. And just simply chant Lord's holy name. Ну, просто постоянно воспевайте святое имя Господа. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama. Very sweet name. So much realization, so much happiness will come. И это такое сладостное имя, и столько счастья придет в ваше сердце, повторяя его. For this, our spiritual master always saying this: chant holy names and be happy. И по этой причине наши духовные учителя, они все время повторяют: повторяйте святое имя и будьте счастливы. And all your anxiety, everything will automatically disappear. И тогда все ваши беды естественным образом уйдут. And all of you, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And give love and affection to all the living entities. И вы будете дарить любовь всем живым существам. Because love is God, God is love. God is the embodiment of divine love. Потому что Господь — это любовь, а любовь — это Бог. И Господь является обителью божественной любви. If you read Bible, same thing. Bible written very clearly. Love is God, God is love. И это очень ясно описывается в Библии о том, что Господь — это любовь, а любовь — это Бог. And this is the spontaneous nature in your heart. Give love and affection to everyone. И такова спонтанная природа вашей души, чтобы вы дарили любовь всем и каждому. You want love. You want love. Вы хотите любви. Who does not want love? Raise one hand. Кто не хочет любви? Поднимите руку. What is it? Everybody wants love. All we want love. Who will give me love more than love? Это так и есть. То есть все хотят любви. Кто же не даст больше? All we are searching for love. Who will give me love? И все вы ищете того, кто же подарит вам эту любовь. This love is essential in our, especially in our human life. И любовь является сутью нашей человеческой жизни. And when you are use this word love, that time our heart will start to dance. И когда вы говорите, произносите это имя любовь, тут же ваше сердце начинает танцевать. Sometimes very difficult to use this word love. Just writing I, then making one heart and love. Иногда вы даже не можете напрямую написать это слово. Вы пишете «я», ставите сердечко, «тебя». Because this is a love is very essential in our life. Потому что любовь — это суть нашей жизни. Only you have money, wealth, you are not be happy. Если у вас будет богатство, много денег, вы не будете от этого счастливы. Just to give an example, you are staying with your wife and husband, but wife does not like to you or husband not like to you. What is the meaning of that living together in the house? И я могу привести такой пример. Вот бывает так, что живут вместе муж и жена, но жена недолюбливает мужа, муж как-то не очень хорошо относится к супруге. Why you are living in all this society with your families, wife, children? That is for the love. И какой смысл тогда жить в такой семье? Почему вы живете в этом обществе? Почему у вас есть дети, жена или муж? Для того, чтобы получить эту любовь. Just I am coming in the train and so one lady says one dog. Their dog, small dog. And coming and laughing. And jumping her face and doing it. She is also kissing. И только что мы приехали из Уфы, то есть я приехала на поезде из Уфы сюда, в Самару, и с нами ехала в купе одна девушка, и у нее была маленькая собачка, и собачка постоянно прыгала от девушки, постоянно пыталась ее поцеловать, там, полизать, и девушка отвечала ей тем же. And the small dog, he wants to play with her. Эта собачка, она постоянно хотела с ней играться. If she did not give any response, then making the sound. А если девушка не отвечала, то собачка начинала скулить. That means that dog is saying, "You play with me." И собака, она тем самым говорила: пожалуйста, поиграй со мной. Because this is the nature of this material. Everybody, we want love. I will get love. Потому что такова природа этого мира. Все хотят любовь. Где же мне найти любовь? So this love, all this love, always going in crooked way. Но в этом материальном мире любовь, она не прямая, она постоянно избивается, извилистая такая. Sometimes you cheated or cheat. Иногда вы обмануты или вы обманываете. Sometimes you found faith, but sometimes you cheat or cheated. Иногда вы имеете столько веры в человека, но он обманывает вас.
But where is the perfect love? Но где же найти истинную любовь? So you can say one Gurudev, very small book, that is the way of love. И вы можете ответ найти в книге Шрила Гурудева, которая называется «Путь любви». What is the way of the love? И в чем же заключается этот путь любви? Because all you want love. But what is the perfect way? We go and receive the love. Потому что все вы хотите любви, но каков же истинный путь, где найти истинную любовь? And that love will be never broken. И чтобы эта любовь, она никогда не закончилась. This is our spiritual science discourses. И в этом заключается то, что мы обсуждаем в нашей духовной науке. How will get the perfect love, and that love will be never break, and always is going spontaneous. Как же нам обрести совершенную любовь, чтобы она никогда не закончилась и всегда продолжалась? In this material, all kinds of love one day will be break. Любая любовь в этом материальном мире, она всегда заканчивается. Then you will feel pain. И переживается, и мы чувствуем боль от этого. Столько несчастья приходит в сердце. Just to give an example, you love your small dog. Например, такой пример. Вы любите свою маленькую собачку. But one day dog will be die or not. Но умрет эта собачка когда-нибудь или нет? After 20 years, not more than 5 years, 10 years. Я не знаю, сколько там собаки живут, 20 лет или 5 или 10. So when that dog will die, then you will be feeling pain, you will unhappiness will come. И когда ваша собака умрет, вы почувствуете сильную боль и несчастье. Because in this material, everything is changeable. Потому что в этом материальном мире все переменно. But we want to love continuously and never will break. Но мы хотим такой любви, которая будет постоянной и никогда не прекратится. But where will get the love? That love will never break and will get. Но где же найти такую любовь, которая никогда не закончится? Where will get? Где? If love to God. Это любовь к Богу. God left body. Господь, он может когда-нибудь умереть? Who knows? God died. Кто слышал о том, чтобы Господь умирал? Raise one hand. Поднимите руку. God died. Что, такая информация, что вот Господь, он может умереть. Как вы думаете? God died? Господь умирает? Never. This cannot use this word. Нет, вы так не можете сказать. But except God, everybody also left body died. Но все, кроме Бога, умирают. Оставляют свои тела. So our philosophy is, this our spiritual philosophy is speaking, you love to God, God will never die. И поэтому наша духовная наука и говорит об этом. Полюбите Господа, Он никогда не умрет. So again, I also explain this way. So Bible very clearly explains love to God. И Библия, и наша духовная наука, она гласит, полюбите Господа. If love to God, then automatically love to everybody. И если вы полюбите Его, тогда вы естественным образом сможете любить всех. Because God resides in the heart of all the living entities. Потому что Господь пребывает в сердце каждого живого существа. God resides in the heart of all the living entities. Господь находится в сердце каждого. So if you love to God, then you love to everybody. И если вы любите Господа, вы любите всех. And you don't love to God, but love to others, that is not perfect love. Но если вы не любите Бога, тогда вы не можете сказать, что вы любите кого-либо, потому что это любовь несовершенная. Just to Бога, но не любите других, это несовершенная любовь. If you don't love to God and love to others, that is not perfect love. Если вы не любите Господа, но думаете, что любите кого-то, то это любовь несовершенна. That means that you love, that time is love, that is only this body's love. То есть это любовь относится к этому телу. That is external love. То есть это внешняя любовь, поверхностная. External love. But internal love, if you love to God, then you love to God. Но внутренняя, настоящая любовь, это если вы любите Бога, и вы можете любить таким образом всех и каждого. Maybe your question will come, how will you love to God? И может возникнуть такой вопрос, а как же нам полюбить Бога? I did not see God. Я никогда не видел Его. So how will make love and affection with Him? И как же мне создать взаимоотношения с Ним? Как мне полюбить Его? This question will come or not? Возникает такой вопрос или нет? Have you seen to God? Вы видели Бога? Maybe you dream. Может быть, во сне. Seen. Yes, she can't hear in dream. Dream. Во сне. No, you have to start direct.
Нет, нужно напрямую видеться с Господом. And if you direct meet with God, then you can stay there. You ultimately go there. И если вы напрямую увидите Его, вы не сможете здесь оставаться более, вы тут же отправитесь в Его обитель. Our aim is of these things. And if you take the darshan to God, see to God, then you faint it. And again you are hankering how to see to God again. И это является нашей целью, увидеть Господа. И если вы обретете Его даршан, то вы тут же потеряете сознание от любви к Нему и будете постоянно стремиться увидеть Его вновь. Just Narad Rishi, just one moment, he took darshan to form of Lord Narayana, then he fainted. Так же, как Нарада Риша, он на одно мгновение увидел прекрасный образ Господа Нараяна, и тут же он потерял сознание. Do you know the story of Narad Rishi? Вы слышали эту историю Нарада Риша? Who knows? Who knows the story of Narad Rishi? Кто слышал эту историю о Нарада Рише? Anyone? Кто-нибудь слышал? No? You? Не слышали? No, no. Listen, Narad Rishi Katha. Никогда не слышали историю Нарада Риша? Я вам расскажу. What is the story of Narad Rishi? Briefly. Нарада Риша, он родился в бедной семье. Его отец, когда он был маленьким, оставил тело. Он жил с матерью, которая поддерживала свою жизнь, служа разным людям в разных домах. И однажды во время Чатурмасии, когда в Индии начинается сезон дождей и 4 месяца льет дождь, останавливаются в одном месте и никуда больше не путешествуют. Так вот, однажды в сезон Чатурмасии святые оставили деревья, в которые жил Нарада Риша со своей матерью. И его мать, она прислуживала этим святым садху, каждый день готовив что-то, каждый день убираясь в том месте, где они жили. И она каждый день брала Нараду Ришу с собой. Будучи маленьким мальчиком, он очень привязался к этим святым, потому что каждый день слушал катху. И однажды они даже позволили ему принять остатки их пищи. И Нарада Риша, так он был всегда с самого детства спокойным мальчиком, он очень понравился этим святым, и один из них дал ему мантру. Это очень могущественная мантра. Она звучит «Ом Бхагавате Васудевая». И Нарада Риша, он начал повторять эту мантру, и развив очень сильную привязанность к этим святым, он всегда хотел находиться с ними, но вот вечерами мама забирала его силой домой. И тогда он думал, что мать является препятствием для его общения со святыми. И однажды, когда вечером его мать пошла доить корову, черная змея приползла и ужалила ее. После этого она оставила тело. И Нарада Риша очень обрадовался, потому что теперь у него больше не было никаких препятствий общаться со святыми, и он остался с ними. После того, когда время Чатурмасии подошло к концу, они отправились в путешествие по местам паломничества, и Нарада Риша пошел с ними. Затем же, повторяя святые имена, когда он обошел все святые места и он решил уединиться в уединенном месте в лесу, и повторяя эту мантру «Намо Бхагавате Васудевая», однажды он получил даршан Господа, подобный вспышке молнии, очень быстро и коротко, после чего он упал без сознания. Чувствовал в сердце очень сильную жажду вновь увидеть Господа. И он снова начал повторять эту мантру, однако Господь не являлся перед ним. И в расстроенных чувствах он молил Господа, чтобы тот показался ему еще раз, однако он услышал лишь голос: «В этом рождении ты больше не сможешь увидеть меня, потому что это тело является препятствием. И когда ты оставишь его, ты обретешь свое трансцендентное тело и войдешь в мою обитель. Тогда же ты сможешь лицезреть меня воочию постоянно». Такова история, да? So, okay, you understand? Very nice. You also briefly listen the character of Narada Rishi. Narada himself told his life history. He take darshan to Lord Narada. И сам Нарада Риша рассказал эту историю своей жизни, как он увидел даршан Господа Нараяны, после чего он потерял сознание. And again, he was hankering to take darshan beautiful form of Lord. И вновь ему хотелось получить вновь даршан Господа Нараяны. So now it's coming this how will I also ask this question? Did not see to love to see meditate to him. Этот вопрос. То есть, если вы не видели Господа, то как вы можете медитировать на Него? How make relationship with him also?
Как создать взаимоотношения с Eh? Or simply Lord Chaitanya Mahaprabhu told, if you simply chant Lord's holy names, then you make relationship with him. Но Господь Чайтанья Махапрабху очень просто описывает это. Если вы будете повторять святые имена Господа, вы очень легко завяжете. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. This holy name is very powerful. Lord invested all his potency in these holy names. Then realization will come. Святое имя очень могущественно. Есть Господь, Он сам вложил все свои энергии в свои святые имена. И если вы будете повторять их, тогда все сознания придут в ваше сердце. And associate with the pure devotees of Lord, that is called sadhu sangha. И также вы должны общаться с чистыми преданными Господа, которые зовутся, и это называется саду санга. So Mahaprabhu explained this is sadhu sangha, nam sankirtan. Chant holy names and associate with pure devotees of Lord. Совершать саду сангу и всегда общаться Господа, воспевать их. Way of love. И завтра я расскажу о том, что же является путем любви. And then you understand what is the way of love, where is the love, and how to attain to abode of love. И тогда вы осознаете, что такое путь любви и как достичь обители Господа. And if you don't know the negative things, you cannot establish the positive love. Если вы не знаете негативной стороны вопроса, вы не сможете negative and positive. установить позитивную часть. Необходимо всегда знать две стороны, негативную и позитивную. Understand? This is very important. Это очень важно. Without don't know the negative, you can understand the positive. Не зная негативной стороны вопроса, вы не сможете понять, в чем же является его позитивной. Try to understand it. When you know negative and positive, then you can go the straight way and you can disconnect. И когда вы будете знать о негативной и позитивной сторонах вопроса, тогда вы будете идти истинным путем. And in the bulb, where the two wires are there, one is negative and the positive, then light is coming. Например, в лампочке есть вот эти два проводка, позитивный и негативный, когда возникает свет. So this is very important. What is the way of love? И это очень важно. And how to attain to perfect love and abode of love. И как нам достичь совершенной любви и обители Господа. So tomorrow is more way of love. И завтра мы будем больше обсуждать эти вещи. В чем же заключается любовь и как прийти к ней? Just I finish my class. Just couple of seconds. You can chant holy names. And if you have any doubts, if any question, you can ask me. И сейчас мы завершаем наш класс, и некоторое время мы повоспеваем святое имя Господа. Если у вас есть какие-то сомнения или вопросы, вы можете спрашивать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare
Have you any question? You can ask. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете спрашивать. No, Arati, they are not arranged. Okay, tomorrow will be arranged. Have you any question? Anybody? У кого-то есть Any какие-то doubts or вопросы anything? или сомнения? Babysitting? Что-нибудь? Listen, sometimes tell to this way. In one big pond, Вот, например, есть какой-нибудь большой пруд, and full of water. наполненный водой. But if you drop the stone, then making many waves. Но если вы туда бросите камень, тогда возникнет множество волн. Then that time you can see the beauty of the pond. И так вы сможете увидеть красоту этого пруда. That means if a question will come, and automatically your energy, curiosity will come. То есть это означает, если у вас возникают какие-то вопросы, это говорит о том, что вам интересно. Then I can understand you have curiosity to inquire inquisitive mood. И тогда я могу убедиться в том, что у вас есть это вот интерес к Харикатхе. I want to know. Желание спрашивать. Я хочу узнать это. Я хочу познать духовные If you вещи. complete silent, there is not waves will not come. Но если вы храните молчание, то эти волны они не возникают. And if you ask the question, that is called the waves will come. И если вы спрашиваете вопрос, эти волны. Okay, what is question? Какой у вас вопрос? Может, святейшество, вот я слушала трансляцию из Уфы, и там вы сказали, что если мы получаем даршан святого, то мы больше не родимся в материальном мире. И у меня вопрос, каков процесс, то есть что происходит во время, то есть что такое даршан, как понимаете, что за процесс происходит? Like in Ufa, she was looking this in Ufa. She was looking classes from Ufa. In there, you told that like when you take darshan of sadhu, then you never come back in this material world. And her question is like, what is darshan? What is the process? Good question. What is your name? Даршан значит, то есть увидеть кого-то. Шрила. Как вы зовут, Шрила? Очень хороший вопрос. What is that? What is the darshan visit of the sadhu? Ее вопрос заключается в том, как же получить даршан святого. Because our scriptures explain taking the darshan, then your heart will overjoyed. Потому что наше Писание описывает, если вы получаете даршан, ваше сердце преисполняется счастья. There are two kinds of our visit. И есть два вида взгляда. One is called material darshan visit, another is transcendental visit. И есть материальный даршан, то есть взгляд, и трансцендентный. Material, we are looking this person how is external body. Материальными глазами мы можем видеть какое, то есть мы можем видеть внешние вещи. Internal, transcendental, you can understand his heart. А внутренний взгляд, то есть трансцендентный взгляд, это если мы можем видеть сердце человека. His mood. And if I feel modify this. Once, Janak Maharaj, who is the father of Sita Devi, you know. Однажды Джанак Махарадж, который является отцом Ситы Деви, he called many intelligent, Gyanis, intelligent persons. Созвал множество разумных людей, множество ученых гьяни в свое царство. Those who knew about Brahma, Brahma Tattva. Те, кто слышал, те, кто познали, кто знал о Брахма-гьяне. They want to discuss about Brahma. И они хотели обсуждать, что же такое Брахман. Listen or not? Слушайте? Many Brahma Tattva Gyani. И туда собралось множество Брахма-гьяни. And all they are high class and exalted and elevated, intelligent, about
И все они были искусны в Брахма-татве, они были очень учеными и разумными. And that assembly house completely full with the Brahma-gyani. Those who are knowledge of Brahma. И зал собрания Джанак Махараджа полностью заполнили вот эти разумные, очень возвышенные Брахма-гьяни. Because all they came assembled in the house to discuss among them about Brahma. И все они собрались для того, чтобы обсудить Брахман. And the last one sadhu, he was coming. И последним пришел туда один садху. So when he was walking, just he was rolling his body this way, because his body and 8 folds and crooked. His name is Ashtavakra Rishi. И этого садху звали Аштавакра Риши. И когда он шел так вот постоянно как-то идти, Аштавакра означает, что его тело изогнуто в 8 частях тела. His body was leg not proper with this. Ноги неправильно идут, и вот так вот он, как-то переваливаясь, приближался к ним. Then some Brahmagyan they are sitting, they noticed Ashtavakra Rishi is coming. И некоторые брамагьяни, они увидели, что этот Аштавакра Риши подходит к ним. Some they smiled and covered his mouth with the hand. И кто-то, улыбаясь, начали прикрывать свою улыбку рукой. But Ashtavakra Rishi, he noticed. Но Аштавакра Риши заметил это. Oh, my body is crooked, 8-fold. For this regard, some they also joked and laughed with me. И он подумал, мое тело, оно изогнуто в 8 частях. И эти люди, они смеются и шутят надо мной. Then Ashtavakra Rishi came, very powerful Rishi. И Аштавакра Риши, он пришел туда, он был также очень могущественным. And everybody gave respect to him. И все выразили ему свое He почтение. seated on top of the asana chair. И он сел на возвышении, на асане. Then about to the subject is going on. И перед тем, как начать тему, Then who is the controlling the assembly house, that is Sabhapati, controlling the people. There is a chairman, who is controlling to the speaker. и, то есть, и один человек, который следил за говорящим, то есть предлагал как бы, слово. Yeah. Then he requests to him, to Ashtavakra Rishi, first you discuss about Brahma. И он попросил Аштавакра Риши нам о Брахмагьяне. Брахмататве. Then Ashtavakra Rishi, he did not say anything, just he calm and quiet and grave. Но Аштавакра Риши ничего не говорил, он сидел очень серьезно и сохранял молчание. Then again the chairman of the assembly house И этот человек discussed вновь about попросил, Brahma Tattva. пожалуйста, расскажите нам о Брахмататве. Then he told how possible to speak Brahma Tattva here. И Аштавакра Риши сказал, как я могу рассказывать об этом здесь? I am not looking anybody is qualified to understand about Brahma Tattva. Я не вижу ни одного квалифицированного человека, который бы понял Брахмататву. Then all they become very Все surprised. очень удивились. How possible? Как это возможно? Everybody think, I know all Brahma Tattva. И все думали, ой, я знаю всю Брахмататву. I know Ved, Puran, Upanishad, Gita, Bhagavad, everything. Just what is called, playing on my tongue. И все шлоки, веты, гиты, Упанишад танцуют постоянно на моем языке. Then Ashtavakra Rishi told, I am not looking anybody is qualified here. Но Аштавакра Риши он сказал, что я не вижу, чтобы здесь кто-либо был квалифицированным. Then all they become very upset. И все были All they no, I know. Tell to me. и расстроились. Сказали, нет, нет, только лишь спроси меня. Then Ashtavakra Rishi told, I am looking at everybody as shoemaker. И Аштавакра Риши сказал, что я вижу здесь только лишь сапожников. Shoemaker understand? Понимаете, Just что they такое are looking сапожник? how to repair the shoes. Они знают только, как чинить обувь. What does that mean? Что это означает? All we are not qualified. Все вы не квалифицированы. That the shoemaker, he is going to the market and the skin is thick or the skin is
И сапожники что они делают? Они отправляются на рынок и смотрят, так, эта кожа достаточно плотная, или она тоненькая совсем, или она мягкая. This skin is black or this skin is white. То есть кожа для сапогов, она черная или светлая? So how possible? Those who have, those are there, this is the external their knowledge. How possible they understand the Brahman? То есть люди, которые обладают лишь внешним знанием, как они могут понять, что такое Брахман? When I was coming, that time all you also laughed with me of my external body and crooked. Когда я пришел сюда, вы все смеялись над моим внешним телом, как я так шел. Have you seen my soul, Atma Brahma? Вы видели мою душу, мою атму? Yeah. That time everybody is the same and И все в смущении склонили свои головы. so sadhu darshan means this two kinds of darshan. External, this is nothing. И таким же образом мы обсуждаем вот эти все вещи, то есть потому что внешнее это не важно. Sadhu darshan means try to understand, read his heart. Что такое даршан садху? Постарайтесь прочесть его сердце. Try to understand his sentiments, bhav. Попробуйте понять его чувства, бхавы. This is important. Это очень важно. And externally, you are looking, this is the nothing. То, что вы видите внешне, это совсем не важно. That is just you the external things. Ну, вы подсчитываете какие вещи. And that is useless. Это бесполезно. Because this is externally, everything is changeable. Потому что то, что внешне, оно постоянно изменяется. Your body changeable. Ваше тело, оно постоянно меняется. When you are 15 years old, 15 years old, take one photo. Or when you are 51, take another photo. Completely, you cannot recognize yourself. Возьмите две фотографии. Первую фотографию, фото, где вам 15 лет, а вторую, где вам 51. И вы можете увидеть, вы полностью как разные люди. In this material, everything is what? External changeable. В этом материальном мире все внешнее постоянно So in изменяется. Upa, I told this thing, sadhu darshan means this. Try to understand his internal heart, his mood, sentiments. И в Уфе я описывала это. Постарайтесь понять внутреннее настроение садху, его настроение, его сердце. I told this story about Sukdev Goswami Pad. Я описывала историю о Шриле Шукадеве Госвами. Sukdev Goswami Pad, when he entered in the assembly, the house of Parikshit Maharaj. Когда Шукадева Госвами собрание Парикшит Махараджа, that time some people also laughed and joked and throwing the dust to him. тогда некоторые люди, они смеялись и подшучивали над ним, даже кидали в него грязь. This is explained in Srimad Bhagavatam. Это описывается в Шримад Бхагаватам. Because you are naked and hair also scattered. And that in some person, he is mad person throwing the dust. Потому что Шукадева был полностью обнажен, у него были спутанные волосы. И кто-то думал, наверное, что это какой-то сумасшедший, просто кидали с него мусором. But when Sukadeva Goswami entered in the assembly house of Parikshit Maharaj, all the elevated sadhus, they stood up. Но когда тот же Шукадева пришел в собрание Махараджа, возвышенные саду и риши, они тут же встали со своих мест и предложили почтение, поклоны Шукадеву Госвами. Even Sukadeva Goswami father, grandfather also stood up and gave respect to him. Также собственный отец и дед Шукадева Госвами также поднялись и предложили ему почтение. Who is the father and grandfather of Sukadeva Goswami? А кто является Vyas and Parasar Rishi. отцом и дедушкой Шукадева Госвами Пада? Это Вьяса и Парашар Риши. Jadgovalka, all rishis, they stood up and also gave respect to him, and he seated on the asan, Vasasan. Then Sukadeva Goswami explained. И все же они встали со своих мест и предложили почтение Шукадеву Госвами Паду. Same sadhu, some person they throw the dust to him, criticize to him, laugh to joke to him. At this here, Vyas, Parasar, Jadgovalka, all the rishis give respect to him. Вот посмотрите, кто-то, какие-то саду, они кидали мусором Шукадева Госвами Пада, смеялись над ним, но Вьяс, Парашар и другие самые возвышенные святые, они предлагали почтение Шукадеву Госвами. So sadhu darshan this way. И дальше саду это If your heart is full of
anarthas, you cannot take darshan sadhu. Сердце полно анарт, неблагоприятных вещей. Тогда вы не можете получить даршан садху. Our heart is neat and clean, free from the unwanted thing, anarthas, then you realize that. Но если ваше сердце полностью чисто от всякой грязи, от всех анарт, тогда вы сможете увидеть садху. And Lord Chaitanya Mahaprabhu showed how to take darshan sadhu. И также Господь Чайтанья Махапрабху описывал то, как мы должны получить даршан садху. Trinadapi sunicheno taroriva shahisnuna manino manodeno kirtaniya sadahari. Understand? Tell the meaning. Trinadapi sunicheno. И это описывается в этой шлоке, Тринадапи Суничина. Это третья шлока Шикшаштаки, которую написал Шри Чайтанья Махапрабху. И там описывается, что вначале, то есть прежде всего, чтобы воспевать святое имя, у нас должно быть 4 квалификации. Первое — это то, что мы должны быть смиреннее травинки на дороге. Тринадапи Суничина. Второе — то, что мы должны быть терпеливее дерева. Дарорави Сахишнана и Аманина Манадина, то есть мы не должны желать славы, почета себе и постоянно выражать почтение всем окружающим. Small Bhagavad Gita, Krishna says to this way. Tadviddhi pranipat pariparsino sevaya upadikchanti dena gyanina tattadarshina. 3 things will come, then you take sadhadarshana. И также Кришна описывает это в Бхагавад-гите, в этой шлоке. Tadviddhi pranipat pariparsino sevaya. Pranipat, humble. Тадвидхи пранипад парипрашнена сева. Пранипад, то есть очень смиренно, с почтением обратиться к садху. Парипрашна — это означает, что мы должны задавать вопросы садху. Не должно быть настроения вызова такого. Нужно очень смиренно спрашивать. Sir, I cannot understand this philosophy. Please, if I qualified, then you can explain to me. Я не понял этого вопроса. И если я квалифицирован, пожалуйста, опиши мне это. Here is question. Here is saying, if I am qualified, so you can speak. If you think you are not, I am not qualified, don't tell me. И тут очень важный момент. Если ты считаешь, что я квалифицирован, пожалуйста, расскажи. Если ты так не думаешь, то ничего не рассказывай мне. Arthar, sevaya seva vritti, tendency to serve, habitual mode. А третье — это сева, то есть сева врити, настроение служения, тенденция служить. If your heart is neat and clean, free from all anarthas, unwanted things, then you take sadhu-darshan. И если ваше сердце полностью чисто, полностью свободно от всех анарт, тогда только вы можете получить даршан садху. Then automatically sadhu's mercy manifests in your heart, then you can see. И тогда милость садху проявится в вашем сердце, и вы сможете увидеть его. Same Krishna came in the assembly of Duryodhana, but Duryodhana, he is thinking he is my enemy. Тот же самый Кришна, он пришел к Дурьодхане, но тот подумал, что Кришна — это мой враг. And Krishna, Duryodhana want to arrest him. Кришна также попытался схватить его, связать. You know this Mahabharata katha? Вы знаете эту катку из Махабхараты? Krishna came. Krishna is the ambassador of Pandavas and trying to compromise when the war of Kurukshetra have to stop. Кришна выступал в роли посланника мира от пандавов, и он пришел к Дурьодхане, чтобы сделать так, чтобы война не состоялась. But Duryodhana become angry with Krishna. Но Дурьодхана очень разгневался на Кришну. And he tried to use many harsh words to Krishna. И он начал ругаться на Кришну. And he tried to also arrest Krishna. Попытался его арестовать, Кришну, Бхагавана. Then Krishna manifests his big effulgent form. Тогда Кришна проявил свою гигантскую сияющую форму. Then Duryodhana everything effulgent. Тогда Дурьодхана ничего не понимал, что происходит. This Mahabharata. And same Bhishma Pitamaha, Dronacharya, Kripacharya, they are looking in Krishna's beautiful going, Narayan fall and to pranam. Но Дроначарья, Крипачарья, Бхишма Питамаха, они видели прекрасный образ Нараяна при этом, Бхагавана. Darshan this way. If your heart is neat and clean, then darshan will come. Даршан это означает, если ваше сердце полностью чисто, то вы получите даршан сразу. Then sadhu automatically give darshan in your heart. Тогда садху дарует даршан в ваше сердце. Sometimes we explain this way. Our Vishwanath Chakravarti, we have two kinds of our
vision of eyes. И Шрила Вишну Чакраварти Госвами Такур, он описывает, что у нас есть два взгляда. Vision of lust or vision of love. Два видения. Первое — это видение любви, и второе — глаза похоти. Any corner you can take darshan to anybody. Вы можете смотреть на разных людей по-разному. This is a philosophy, perfect philosophy. You can see to anybody one vision or two vision is coming. Vision of lust or vision of love. То есть вы можете смотреть на людей по-разному. То есть глазами любви или глазами похоти. Who is vision you will take darshan to him. This depends on you and your mind. Глазами вы получите даршан, садху. Это зависит от вас и от вашего ума. My mother, my sister, my wife, and my my wife, my sister, or my daughter. But how to see to her, them? То есть у меня есть, допустим, сестра, супруга и дочь. И как же я буду смотреть, одинаково или нет? Depend on the vision. Это зависит от взгляда. Vision of lust or vision of love. Видение любви или видение вожделения. This is the philosophy. You can see it this way. Lusty person, he looks everywhere as lust. И в этом и заключается философия. То есть люди не все видят полное вожделение. Or who is praying divine of love, he looks everywhere. Mother and sister, his vision is going in this. А тот, кто полон премы любви, они видят вокруг только лишь своих матерей и сестер. And our upon a Shastra explain this way. Paranari matrivat. Or paradrabba lustravat. The Sanskrit word this way. Niti Shastra explain this way. If you see any ladies, you give respect as like your mother or as like your sister. Что если вы видите женщину, вы должны ее видеть только лишь как свою мать или как свою сестру. If you see any ladies, just you give respect ways. Give your mother or give respect as like a sister. Если вы видите какую-либо женщину, девушку, вы должны выражать ей почтение как своей матери или как своей сестре. If you not give respect to ladies as like your mother and sister, then last teacher will come. Then that is called this word. Но если вы не делаете этого, Philosophy of demon philosophy will come. то тогда у вас возникнет в сердце только лишь похотливые желания, и это будет полностью демоничным умонастроением. So our Niti Shastra explain this way. Give respect to all the ladies as like your mother or as like your sister. Paranari matrivat. И Шастры гласят, что всех женщин вы должны рассматривать только лишь в качестве как свою мать или как свою сестру. Or paradrabba lustravat. If you like others' property, you think this is the as like the earth. Но, наверное, если вы видите чью-либо собственность, вы просто должны смотреть это как на кусок земли. Our Niti Shastra explain this. Always give all the respect, or you give the respect all the ladies as like my mother or as like my sister. So the last will not come. И так Нити Шастры, они говорят, что всех женщин вы должны видеть только лишь как своих матерей или как сестер. И тогда никакая похоть не войдет в ваше сердце. So our Shastra saying in this way. Vision or two ways of vision. One is called vision of love or vision of lust. You can see which one. Итак, есть два вида видения. И взгляд любви. Do you understand? This is the process. Таков How процесс. to give the vision to. То есть как видеть кого-либо. But best vision is saying, this is Niti Shastra, give attention to all the ladies as like my mother or as like my sister. Но это очень важно. Нити Шастры гласят об этом, что всех женщин вы должны видеть как своих сестер, матерей. So there are no cause will come the last. И никак не появится на какой причине к вожделению. What do you say? Какой у вас вопрос? Вопрос, воспевать святое имя и как обрести вкус святого имени. In which mood we should chant holy name and how to attain taste to holy name? Oh, very nice question. Очень хороший вопрос. Here Rupa Goswami Pada explained nectar instant upadeshamrita. И это описывает Шрила Рупа Госвами Пад в своем нектаре наставления. Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, most of his class, he also discussed this verse.
И Шрила Гурудев Шрила Нарайана Госвами Махарадж, он в большинстве своих лекций описывает именно этот вопрос. Especially I remember when Gurudev, when the ISKCON leader, especially Kamal Krishna Maharaj, Giriraj Maharaj, they used to come over Keshavji Gorimat and was to meet with Gurudev. And they also asked the same question to Gurudev, just remember. Я собственными глазами видел, как многие гуру ISKCON, такие как Камал Кришна Махарадж, Гирирадж Махарадж, приходили к Шриле Гурудеву Шрила Нарайана Госвами Махараджу и спрашивали этот же самый вопрос. At that time, there's so much friendship with Gurudev. They every day used to come in our Keshavji Gorimat. И в то время у них было столько дружбы Many со Шрилой Гурудевой. Они задавали множество вопросов и слушали славу conversations on the internet. They put many. They asked many questions. И вы можете в интернете видеть записи этих даршинов, они задавали так много вопросов. Шрила Гурудева, Камал Кришна Махарадж, Гирирадж Махарадж и другие. You know, Gurudev also gave his own hand samadhi of Bhaktivedanta Swami Maharaj. Также вы, наверное, слышали, что Шрила Гурудев собственными руками возложил Шрилу Бхактивинода Свами Махараджу Прабхупаду самадхи. So that time they also asked this question. That time Gurudev quoted this Tanna Rupacharita Sukirtana Nusmritu Namonos Tishtanbraji Tadanu Ragi Kalanganay Dakhilam Itta Upadisa Saram. И в большинстве случаев Шрила Гурудев постоянно ответом цитировал эту шлоку, это 8-я шлока в Падишамрита. Do you know this shloka? Вы знаете эту шлоку? How many do you know this shloka? Кто знает эту шлоку? Падишамрита. Поднимите руки. Everybody learn. Все выучите. Вы знаете? What is this shloka? Процитируйте, пожалуйста. Pajasta. Very simple. Tanna Rupacharita di Sukritana Nusmritu Krameno Rasana Monosini Jojo Tishtana Braji Tadanuragi Jananugami Kalam Naidakila Itta Upadisa Saram. What is that meaning? Vimal. Нам Рупа Чаритари Сукиртанану всегда нужно прославлять прекрасные качества, образ и лила Господа Кришны. Святёк Крамена Расанам на Синьёджах, Тиштан Враджета Данвай Джанандами. И это нужно делать под руководством тех преданных, которые обладают рагой, то есть очень глубокой, спонтанной любовью и привязанным к Господу. И это нужно также делать, живя во Врадже, либо постоянно в уме находиться во Врадже, то есть в святой обители. И таким образом мы сможем воспевать должным образом святые имена. Try to understand, Gurudev explained this way. If you develop your taste to chanting holy name, you have to follow 3 principles. Попробуйте понять об этом. Шрила Гурудев постоянно рассказывал об этом. Если вы хотите развить вкус к воспеванию святого имени, вы должны следовать процессу из 3 пунктов составляющих. First, you stay in Braj. То есть вначале вы должны поселиться во Врадже. You have to stay in Braj, Vrindavan. Вы должны поселиться во Врадже, во Вриндаване. But if not possible to stay in Vrindavan, in your physical body, but you have to stay in Vrindavan, then holy names and sadhus, Harikatha. Но если невозможно физически все время находиться во Вриндаване, вы должны все время быть в общении с садху и слушать от них Харикатху. Sometimes it's not possible to stay in Vrindavan physically. But you have to stay in Vrindavan. Remember the past times with Vrindavan Katha. Иногда невозможно физически находиться во Вриндаване постоянно, но вы должны памятовать о Катхе Вриндаване. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Sri Govinda Gopinath Madana Mohan, Sam Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Yamuna, Jaya Jaya Mahavan. Kesi Ghata Bangsi Bata Dadasa Kanan, Jaha Sava Lila Gaila Sinandananda. You are doing this kirtan means you are staying all the pastime places of Vrindavan. Если вы будете петь этот киртан, это означает, что вы находитесь во всех местах лил во Вриндаване. So first you stay in Vrindavan. И вначале вы должны поселиться во Вриндаване. And second, you have to one point it with Srimati Radhika.
И второе, вы должны быть полностью направлены на Шримати Радику. Only thing Srimati Radhika, she is our Istadeva, Istadevi. И всегда думать, что Istadevi, Шримати worshipful deity. Радика — это моя Иштадеви. Кто такая Иштадеви? Это мое поклоняемое божество. And third, as a high class exalted Rasik, Brajarasik Sadhana. А третий пункт, то, что вы должны постоянно находиться в общении с возвышенным Враджарасика Вайшнава. And listen Harikatha. И слушать Харикатху от него. Yeah, so Rupa Goswami written Tannama Rupacharita Adi Sukritana Anusmritu Krameno Rasana Monosi Nijiju Tishtan Braje Tadanu Ragi Jananukam. Only chant Krishna's sweet names, Madhuranam. И всегда повторяйте сладостные имена Кришны, Мадхуранаму. What is the sweet name? Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Ha Sri Jasoda Pannaya Prasida Sri Vallabhiti Vana Radhikesha Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Ha Sri Jasoda Pannaya Prasida Sri Vallabhiti Vana Radhikesha Sri Krishna Gopala Hare Compose this in Bhagavatam. Еще раз Махарадж сочинил этот киртан в своей Шри Брихат Бхагаватаме. Always remember Krishna's sweet holy names. Всегда памятуйте о сладостных именах Кришны. Because you are chanting Krishna's sweet names, but they are related with Krishna's sweet pastimes. То есть, если вы будете повторять эти сладостные имена, они напрямую контактируют с лилами Кришны. You are chanting Krishna's Rasa Bihari. Например, вы повторяете имя Кришна Раса Бихари. Then automatically you are how Krishna performed Rasa dance with the gopis. Automatically. И тут же возникает памятование о том, как Кришна совершал танец раса с гопи во Вриндаване. Your name? Как вас зовут? Sundar Gopal. Сундар Гопал. Jai Jai Sundar Nanda Kumar. Sundar Gopal, how Krishna performs sweet lila with the gopi. That's Sundar Gopal. Сундар Гопал — это лила о том, как Кришна совершал сладостные игры с гопи. Or otherwise, how Mother Jasoda, she nurses to Gopal Sundar Gopal. Или как мама Ишода на все время заботилась о Сундар Гопале, маленьком Кришне. So when you chant any sweet name, automatically lila is coming. И поэтому, если вы будете повторять эти сладостные имена, тут же лилы, эти игры проявятся в вашем сердце. So if you want to develop your chanting sweet holy names, remember these three things you have to follow. И поэтому, если вы хотите увеличить и развить ваше восприятие, тогда вы всегда должны помнить об этих трех составляющих. Good Premanand. И сейчас закончится же просад. Now take prasad. Принимайте просад.